Сегодня расскажу, где лучше всего открывать горнолыжный сезон в России. А сзади меня находится Снежком, всесезонный горнолыжный комплекс, в котором мы могли кататься 24/7. Сейчас его сносят тракторами и скоро сравняют с землей. В конце ролика выскажу свое мнение по поводу этой ситуации, а сейчас стартуем. Первое место – это Приисковый. Сезон уже можно открыть в середине октября. По каким-то загадочным причинам выпадает много снега, но есть особенность этого места. Там нету подъемников. И катание в основном происходит на ратраках и снегоходах. Не надейтесь, что вас там ждут высоченные горы. Горы похожи на холмики, практически как Шерегеш. Поэтому, если вы смотрите обзоры с этого места, не удивляйтесь, что люди едут прямо, потому что, сделав пару поворотов, вы сможете остановиться на плоскоче. На самом деле, для новичков хорошее место. Для таких опытных, как я, мне уже становится дико скучно. Потому что едешь прямо, скорость не набирается, а новичкам в самый раз. Второе место — это Кировск, который находится рядом с Северным полярным кругом. Открытие сезона бывает в конце октября или в начале ноября. В Кировске не только открывают сезон, но и прекрасно можно его завершить. Широкие трассы, хорошие подготовленные склоны. У ребят есть искусственное снижение, вечернее катание, кресельные подъемники. Трассы готовят просто великолепно. Единственный есть нюанс. Горы невысокие, на фрирайд в этом месте можно не рассчитывать. Кстати, я сделал полноценный обзор на этот курорт, который выйдет в ноябре, так что не пропустите. Третье место – это Эльбрус. Открытие сезона в середине ноября. Вы хотели больших гор? Получите, распишитесь. 3800 метров. Это верхняя точка курорта Эльбрус, до которой докинет вас подъемник. Хорошие длинные трассы, невероятные виды, зимняя погода и, в целом, кайф-катуха. Кстати, обзорчик на Эльбрус у меня уже есть. Можете его глянуть по ссылке в подсказке, либо в описании, либо найти на канале. Четвертое место. Старый добрый Шерегеш. Открытие в середине ноября. Почему я его так люблю? Потому что это Сибирь, это много пухлого зимнего снега. Там есть фрирайд, хотя бы какой-то. И там очень много подготовленных шикарных трасс, которые подойдут как для новичков, так и для более опытных райдеров. Множество активностей, какие-то спа есть, бары, веселье. То есть весь спектр эмоций, который можно получить от сноуборда, вы можете получить именно там. Поэтому я еду уже в ноябре, конечно же, в Шерегеш. Кстати, некоторые безумцы в Шерегеше уже открыли сезон в октябре. Давайте посмотрим на это. 26 сентября в Шерегеше. Первым следом! Мама, я во фрирайде! Ай! Вообще ничего криминального нет на скользяке. Как и говорил, я открываю сезон в Шерегеше уже в середине ноября, а это значит, что сезон совсем близко. Мне кажется, нужно проверить. Как будто половина горки еще целая и вполне функционирует. Я вижу снег. Объезд. Ну чё, там вот я вижу вход. Еще нормально его пока не разобрали. На скипасе еще деньги остались. Нам, докататься надо. Вообще, давайте узнаем. Здравствуйте. А у нас скипас остался со Снежком. Как нам докатать его или забрать деньги? Ну как? Кажется. По-моему, нормально. Кажется, ребята, мы не покатаемся сегодня реально. Поехали с черного входа попробуем, да, получается? Следующий курорт Миас, Солнечная долина. Он находится в 120 километрах от Челябинска. Многофункциональный курорт. Там есть сноупарк, там есть хорошие трассы, даже кресельный подъемник. Определенно ставлю лайк этому месту, и открывается сезон там в конце ноября. Горнолыжка Уктус, которая находится в черте Екатеринбурга. Я там открывал сезон уже несколько раз. Начинается сезон в начале ноября. Горнолыжка небольшая, я бы даже сказал микроскопическая. Туда вот, если бы не было подъемников, люди на ледянках приходили бы кататься. Но она уютная. Там также есть сноупарк.
И мы именно там делали краш-тест самого дешевого сноуборда. Подшамань. Далее идет горнолыжка, названная в честь меня, гора Соболиная, которая находится рядом с Байкалом. И там аж 15 километров трасс. Просто представьте себе. Я, честно признаюсь, не был там ни разу. Меня много зовут. Возможно, я там побываю. Открывается сезон в конце ноября. И слышал только положительные отзывы насчет этой горнолыжки. Кто там был, напишите в комментах. Дайте обратную связь. Следующий курорт Абзаково находится в Башкортостане. Я там был. Трассы неплохие. Там, кстати, тренируются, насколько помню, сборные команды по слалому. Хорошие есть уклончики. Прекрасно готовят трассы. Начало сезона в начале ноября. А также можете рассмотреть горнолыжку Ергаки. Многие туда зовут открывать горнолыжный сезон. Походу в ноябре, там он начинается. Но опять-таки, для меня это не курорт, да, какой-то масштаб. Для меня это такая тоже локальная горнолыжка, но в целом катание есть, а значит удовлетворить этот голод после лета можно. Поэтому тоже туда заезжайте, конечно. Итак, что у нас со Снежкомом? Зрелище печальное, событие удручающее. Но надо взглянуть правде в глаза. Это коммерческое сооружение. Государство, насколько я знаю, не имело к этому вообще никакого отношения. И как люди с экономической точки зрения решили, так оно и будет. Если это не приносит денег, то ну вы хоть с бубном, да, присылайте сюда шамана, который у нас в начале сезона в Шерегеше снег вызывает. Солдат ДТП полбаса на ТАП. Шоу! И даже он не поможет, потому что нету денег. Я был в разных крытых горнолыжках, я был в Дубае. Там за окном плюс 35, и снег идеальный. О чем это говорит? О том, что постоянно там следят за снижением, там вкладывают в это деньги. Там очень много различных активностей помимо горнолыжки. Там есть какие-то пингвины, там есть какие-то просто на ледянках люди скатываются. Там с точки зрения монетизации проделана очень большая работа. Я уверен, что сама горнолыжка, она генерирует, ну там, может быть, половину, да, выручки, может быть и меньше. Больше остальные активности генерируют. Продажа мерча, еще чего-то. Я был в Нидерландах, тоже в крытом горнолыжном комплексе. Снег тоже хороший. Там не было растаявшего снега. Там не было, ну, таких ледяных залысин, которые бывали в Снежкоме в межсезонье. По сути, это место сделано для того, чтобы в основном, да, кататься в межсезонье. Ну, кто-то, кстати, и зимой тоже катался. И, конечно же, вся аппаратура должна работать исправно. Мы наблюдали проблемы с этим на протяжении многих лет. У нас был шанс, что Снежком был бы успешным проектом. Если бы это не просто был проект про сноубординг или горные лыжи, если бы это был развлекательный центр какой-то, куда приводили бы детей, где бы активностей было намного больше. Не вокруг сноуборда и горных лыж должно было это крутиться. Мне кажется, это была ключевая ошибка. Спасибо регионам и спасибо некоторым людям, которые развивают летний межсезонный сноубординг. Я вот лично провожу мастер-классы, да, на батутах. Ребята катаются и строят, соответственно, лата-трек, это крылатская. Сделали искусственное покрытие, прыгают в подушку. Там же и джибинг есть. На Сахалине сделали подушку, в Новосибирске есть подушка. То есть что-то развивается, и это тоже неплохо. Ну и на крайний случай, в межсезонье берем серф-скейт или обычный скейт, идем кататься и готовить коленочки к предстоящему сезону. Мне больше нечего сказать. Всем охрененного сезона и встретимся на горе.